Всем привет! Вот такая вот у нас красота. Походу зима все-таки вспомнила, что ее пора, и показала себя во всей красоте. С снежком, с крепкими морозами, солнечным днем. Ну, по крайней мере, был до того момента, пока я выбрался на улицу. А сейчас затягивает облаками. Походу снова снежок пойдет. Ну, не зря же у нас в Беларуси февраль лютым называют. В эти дни зима показывает свой весь характер. Ну, благо только что уже пик прошел, морозы понемногу спадают, а после выходных и вообще плюсовую температуру передают. Там уже весна будет на себя одеяло начинать перетягивать. Ну и хорошо, а то таким холодом особо и не хочется ничего делать. Сидел бы в доме на печи и носа не высовывал. Хотя и считается же, что деревенские жители зимой в основном отдыхают, набираются сил к следующему сезону. И лишь так небольшую работу делают. С хозяйством порядкуются, что-то по дому. А мне же особо и некогда отдыхать. Я же затеял в текущем году попробовать удвоить свою пасеку. Вот, когда погода позволяет, и занимаюсь изготовлением необходимого инвентаря. Потому что с наступлением весны там сезонная работа начнется и будет совсем не до этого. О, хорошо. И коммунальщики проснулись, вспомнили про зиму. Дорогу почистили, и можно будет спокойно из деревни выехать. А то в прошлый раз вообще думал, что не выберусь. Со двора еле выехал, буксовал. А за этих 2 недели еще снега посыпало. Ну, я-то особо не переживал по этому поводу. Урожай был неплохой, едой в запасе, то с голоду бы не умер. Ну, только что срок хранения материала заканчивается, который я заказывал для своих работ. Ну, в крайнем случае, если что, завел бы 69-го. Ему-то никакие сугробы и никакая слякоть, и вообще ничего не страшно. Последние несколько дней здесь и в столярке было некомфортно работать. А от силы часа на 1,5 хватало, но, скрипя зубами, практически с рамками закончил. После выходных так и вообще сразу день был не задался. Все с рук валилось, ничего не получалось. Ну, недаром же говорят, понедельник день тяжелый. Но я-то не верю в эти суеверия. То и продолжал трудиться. Как раз же накануне были самые сильные морозы, то из-за этого, скорее всего, все не получалось. Дерево настыло, приспособа моя тоже сузилась в размерах от такого холода. Ну, скорее всего, все же не стоило мне продолжать, потому что даже и техника не выдержала таких перепадов температуры. Он мой стемплер поработал немного и перестал, занес домой погреться. Хотя работа оставалась тут на пару часов, рамок 40, чтобы проволоку натянуть, и с ними было бы покончено. Что там творится? Ах, кто там лазит? Шаду, что ты залезла туда? Что, катаешься с горки? Да?
Ну иди сюда. Иди. Куда побежала? В прошлом видео вроде говорил, что в Варовню мороз еще не залез, а в прошлом году было Крещенский мороз лазил. Он походу накаркал. А как заметил, на эти выходные тоже влез. Ну хорошо, что вовремя оглядел, как занес туда обогреватель. Не успел он еще там ничего попортить. О, здесь самое слабое место — это дверь. Через нее все промерзает. Шато, куда побежала? Иди на улицу, иди. По идее, те оставшиеся рамки можно и не трогать, не натягивать на них проволоку. Вряд ли до них пчелы доберутся. Это сколько мне нужно за этот сезон? Семей 15 приобрести, чтобы они освоили все рамки. Да и еще и воска у меня столько нету. За этот сезон сколько я тут насобирал? Килограмм 5, наверное. А так, если посчитать, на одну рамку это грамм 90 нужно, то на все 180 рамок килограмм 16. А еще и на магазинные столько же. То где столько набраться? Хотя... Нашел на чердаке дедову заначку. Все необходимые объемы они, конечно, не перекроет, но существенно поможет. О, какие лепешки. Дед много лет их собирал. Качество, конечно, не очень-то хорошее. Но еще разок перетопить, потому что это сразу, скорее всего, с воскотопки отфильтруется и значительно поможет в деле. Сока тут интересно. О, как раз килограмм 16 есть, а очиститься будет достаточно для старта. Что, тоже хочешь взвеситься? Ну, залазь. Залазь, посмотрим, насколько ты потолстела. О, практически 4 килограмма. 3,7. Толстая ты стала за зиму. Походу, все же мой степер не оттает и не получится закончить те рамки в ближайшее время. Разбила поршень. Все же китайский металл оказался не готовым к таким экстремальным рабочим условиям. Ну, причиной больше, наверное, оказалось не то, что металл при минусовых температурах стал более хрупким, а то, что резина задубела при таких температурах, и кольцо уплотнительное не так хорошо прижималось и выходил воздух
Получалось, что здесь становилось меньше давления, ну и поршень ударался уже о сам корпус. И это же были предпосылки, указывающие на такой исход. В последний день своей жизни пневмостеплер уже забивал скобы глубже положенного при нормальном давлении на компрессоре. Да и видно было, как язычок ударного элемента выходил дальше положенного. Но, к сожалению, мое природное упрямство не всегда позволяет заметить знаки Вселенной. Но, как говорится, поздно пить боржоми. Попьем чайку и будем заниматься другой работой. Да, кстати, по вашим просьбам, для тех, у кого проблемы просмотра моих видео на YouTube, создал канал на Дзене. Наслаждайтесь. Пока на улице сильная холода, то можно в доме продолжить заниматься корпусами. В прошлых видео я говорил, что еще не определился до конца с материалом, как защитить пенополистирол от внешних воздействий. Тот вариант, что был в прошлом году, как показала история, в моих реалиях не пригоден и не защищает пчел от злостных голодных синиц. Они его расклевывают. Вариант с фанерой тоже не особо подходит. По моим наблюдениям, здесь у меня влажность практически всегда 100%, и за год-два фанеру спучивают, эстетический вид портится, да и в трещинах будут вредители всякие развиваться. Пока занимался рамками, провел несколько экспериментов с различными материалами. Ну и теперь можно будет посмотреть результаты и подобрать наиболее подходящие. В прошлом году улья закрывалась с помощью нетканого материала плотностью 17 грамм на метр квадратный. Ну и приклеивал сразу краской PF15, если память не подводит. Ну а на этот раз я взял уже более плотнее, 320 грамм на метр квадратный, и тканы стеклохолст марки Т-23, который применяется для авиамоделирования и изготовления лодок. Ну, я так прикинул, если рыбомеж не может его проткнуть, то и синицы, по идее, не должны. Ну и несколько вариантов его монтажа. С помощью ПВА клея влагостойкого получился такой красивый эстетический вид. Но только что по мне не очень-то и плотно, наверное, потому что мои ножницы его пробивают. Ну и второй вариант уже по технологии судостроения. Только что первый раз работал с эпоксидной смолой, и получилось довольно-то крепко. Но только не очень-то и презентабельно. Хотя может из-за того, что неравномерно смолу нанес. А, еще вариант. Вчера вечером салатик себе делал на ужин. Линомастицем заправлял, а там бутылка была украшена джутом. Ну, это тканый холст из льна. Попробовал, приклеил на ПВА. Так получилось довольно-то брутальненько. Ну, только что не очень прочно. Надо будет попробовать с эпоксидной смолой, когда разведу для эксперимента. Интересно, как будет с ней. Ну вот, посмотрим, что из этого получится. Здесь тоже сделал двойной эксперимент. Одну половинку покрыл двойным слоем, чтобы полностью не скрылось. А здесь я еще делал эксперимент с фольгой. Наклеивал с помощью ПВА. Получилось довольно-то крепко. Держится хорошо. Но только что минус. Воздушные пузыри местами появились после высыхания клея. Ну а второе, это с помощью эпоксидной смолы. Чуть слабее держится, но зато ровненько и хорошо приклеилось. Ну, я думаю, пчелы не отдерут
Хочу еще изнутри крыши фольгой обклеить. А то заметил, когда пчелы в дурном настроении, то понемногу подгрызают ее. А так получится двойная выгода. С одной стороны, только будет защищать пенополистирол от пчел, ну а с другой пчел от магнитных солнечных бурь, и они будут не такие злые. Было бы неплохо вообще весь улей заклеить. Тогда бы получилась клетка Фарадея и защищала их от всех электромагнитных излучений и от сотовых вышек. Ну, только что не дозвонишься до них тогда. Опять прогноз поменялся, да и не в лучшую сторону. Сегодня, наверное, холоднее еще, чем было. Хоть передавали там градусов 15, не больше. Он даже в колодец залез, сверху ледяной коркой покрылась. А еще и влажно 100%. С самого утра туман был. Сейчас вон солнышко выглянуло, все равно зябко. Ну, как там говорят, самая темная ночь перед рассветом. А еще боялся, что машина не заведется в такой мороз. Ну, мало ли там аккумулятор разрядился. А еще, когда я ее забирал, в системе антифриза было мало. Воды немного доливал. Думал, что может замерзнет. Ну, я купил был перед зимой, чтобы поменять. Да, зима была теплая. Весь январь практически плюсовая температура, так и не лез. Ну, благо, что там в системе 140 градусов. Так, скорее всего, выкипело излишки. Странно, а здесь по гравейке даже и не прошелся трактор, не чистил дорогу. Только по нашей деревне. Ну, может быть, что здесь машин больше ездит, колея разбита, так не стал. Здравствуйте, посылку запросил. О, подписчик воска передал. Одолжил, теперь будет подмогу. Можно будет не бояться, что не хватит.